Здравствуйте, это Vivo Telecom, и у нас сегодня третий мультиметр из серии UT60, UT60BT, то есть BT обозначают, символы эти обозначают беспроводное соединение Bluetooth. Соответственно, он отличается от модели EU именно возможностью передавать данные на какие-то мобильные устройства. Сейчас мы тогда ознакомимся с программой. На этот мультиметр, вот этот мы, нет, не вот этот, а вот этот, UT60S, мы подробно обзор делали на него, подробный, поэтому я ссылку в видео оставлю. Сейчас посмотрим именно, как работает программа, ну и сравним тогда вот с этими двумя моделями. Все параметры проверять не будем. Ну, все, начинаем тогда. Именно по программке. Смотрите, по программе, значит, называется программа сама IDMM2.0 от компании именно Unity. Требует она регистрации, но регистрация простая, без всяких проверок по электронной почте, то есть просто ввели имя, электронную почту, пароль и зарегистрировались. Далее с автоматом распознается мультиметр UT60, ну и соответственно смотрите, я сейчас покажу, как он, насколько быстро он срабатывает. В принципе, задержек никаких особо нет. Зачем-то тут камера, кстати, включается, как ни странно. Тоже, заметьте, можно дублировать. Можно строить график измерения. Можно сравнивать величины. Но, в общем, программа нормальная. Единственное, кстати, по поводу программы общей, да, которую мы использовали с Zoe мультиметром, Bluetooth тоже. Вот эта общая программа Bluetooth DMM, она здесь данный мультиметр не распознает. То есть используйте именно программу от Unity, от самого. Ну, смотрите, дальше, в принципе, все модели похожи, поэтому я смысла какие-то измерения проводить не вижу. То есть программа работает нормально, в целом он очень похож вот на этот мультиметр. Давайте еще его разберем, тогда посмотрим внутренности. Ну и все, на этом тогда будем заканчивать. Так, сняли крышку. Платы у них идентичны, то есть EU и BT используется фактически одинаковая разводка. Вот микросхема SD7502 открытая. Я так понимаю, вот это модуль Bluetooth. Здесь у нас расположен. Так, давайте я вам плату тогда продемонстрирую, защиту, продемонстрирую шунт. Ну, в общем, по конструкции они похожи, поэтому я думаю, смысл глубоко копать никакого нет смысла. Все сделано достаточно аккуратно. Никаких проблем мы здесь не видим. Так, ну что, давайте подведем итоги по вот этой серии UT60 мультиметров. В целом хорошая серия получилась и относительно бюджетная, и работает все отлично. Вот из трех моделей, что для, ну, какие бы мы выбрали, да, из этих трех разных моделей, я бы выбрал все-таки UT60S, которая на кнопочном переключении. Почему? Потому что все-таки кнопки надежнее галетника, и второе, у них, у данных кнопок или у данной модели мультиметра есть память выбранного режима измерения. То есть, если вы, например, постоянно включаете прозвонку, то сохранили ее и работаете с ней постоянно без проблем. Здесь же каждый раз придется переключаться, что
несколько неудобно. В остальном модели идентичны, поэтому здесь их сравнивать я смысла не вижу. Кому, естественно, нужна беспроводная передача данных на тот же смартфон, например, то используйте модель UT60BT. Все, у кого вопросы есть, то есть эту модель все-таки она измеряет до 10 МГц тоже. Здесь поправим в отзывах тогда на данную модель, что она способна все-таки высокие частоты измерять. У кого вопросы есть по данной серии, задавайте тогда в комментариях их, подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.